44 новых кинофильма в жанре ужасы и триллер. Все как вы любите. Заваривайте чай и насыпайте пряники, будет ужасно интересно. Лимбо – детективный триллер. Фильм неплох, режиссер искусно затянуто плетет повествование. Его стиль – хожу, брожу, скучаю. В модной ныне медитативной манере история разворачивается неспешно, оставляя простор на воображение зрителя. Черно-белая палитра, на мой скромный вкус, придает ленте особую глубину, хотя такое восприятие подобно взгляду сквозь прищур. На кинофестивалях это скорее всего сочтут достоинством. Картина касается социальных проблем, избегая глубоких конфликтов, сосредотачиваясь на хождениях туда-сюда. Лицо актрисы второго плана весьма запоминающееся. Встретив такую вечером на улице, мгновенно забудешь, куда шел. Яростный волк. Триллер. Любопытно, как режиссер объединил несколько жанров. Сначала перед зрителем предстают психологические воспоминания, затем появляется карикатурный полицейский, после чего сюжет переходит в триллер. Вообразите себе подобную структуру в фильме «7». Получается некая смесь с неопределенным обликом, точно так же, как и с самим фильмом. Образ волка играет здесь исключительно декоративную роль. В нем нет ни философской глубины, ни откровения, ни запоминающегося поворота. Он не предлагает зрителю ничего, кроме самого себя. Волк в кадре – красиво, красиво. Кулон на шее героини из игры «Ведьмак» – занимательно. Забавное кинцо, но жаль потраченное время. Последнее путешествие Диметра. Ужасы. Ждал этот фильм, но ожидания не оправдались. Он оказался лишь очередным экземпляром давно избитого сюжета. Создатели подошли к своей задаче с заурядностью, не сумев передать атмосферу страха и паранойи героев. Вспоминается фильм «Нечто», в котором герои тоже были в замкнутом пространстве и тоже не знали, кто враг. Но паранойя и напряжение чувствовалось через экран, и персонажи были живыми. А здесь непроработанные, почти безликие образы, которым трудно сопереживать и верить. Это обычный хоррор о вампире, который всех кусает поочередно в зависимости от своего аппетита. Фильм разочарования. Игра в прятки. Ужасы. Трудно смотреть чушь, да еще с таким примитивным и прямолинейным сюжетом. Фильм вызывает раздражение, усугубляемое бесконечными, беспочвенными конфликтами, возникающими из ниоткуда. Герои постоянно орут, ругаются, да им даже ножей не нужно для смертоубийства. С такой взаимной ненавистью они могли бы разорвать друг друга голыми руками. Банально, безвкусно, примитивно, грубо. Желающим погрузиться в уныние добро пожаловать. Я уверен, от этого вздора вам захочется вырвать попкорн у друга и с безумными глазами броситься на кого-нибудь и закричать «Я буду играть, я не уйду». Профессор и призрачный убийца. Триллер. Профессор без профессуры и убийца – чемпион по бегу. Антигерой весь фильм бегает так, что его и на Феррари не догнать. Фильм отчаянно стремится быть достойным триллером, где герои как бы погружают в свои душевные колодцы, но попытка это как битва инвалидов в октагоне. Даже Морган Фриман не в силах спасти положение своим пафосным и бессодержательным вступительным монологом. Режиссер уверен, что постоянная беготня и суета в кадре станет основным двигателем зрительской эмпатии, маскируя отсутствие внятного сюжета. Постановка рукопашных схваток выглядит совсем уж наигранно. Низкий рейтинг для этого шедевра оправдан. Проклятие монахини 2. Ужасы. Демоны обитают и вершат свое мрачное дело в аббатствах и церквях. Казалось бы, церкви – это святые убежища, но нет, не в этот раз. Возможно, что-то не так с современными церквями, и, наверное, авторы критикуют современную религию. Возможно. Образы монахов и священников отталкивающие, бесчувственные, нарочито суровые, очень подозрительные аналогии, не правда ли? Уничтожение детей и подростков лишено смысла и совсем не страшно. Появление монашки-демона, несмотря на великолепную актерскую игру, не впечатляет. Все предсказуемо, конфликты банальны, требуется немалое усилие, чтобы погрузиться в эту невероятную фэнтези-страшилку, но у меня таких титанических способностей нет. Мельница. Триллер. Замысел оригинальный, но вот как его раскрыли, это уже не так оригинально. Однообразно и серо. Что это за тест, если испытуемый выходит из-под контроля?
Что это за ИИ, который не может этого понять и увидеть? Без ответов на эти вопросы, как автор намеревался раскрыть тему? Какой вопрос он задает? Без четкой формулировки вопроса и ответа не будет. А если нет вопроса и нет ответа, то какой вообще в этом смысл? Персонаж весь хронометраж, как ослик, цикл за циклом ходит кругами, толкая какой-то механизм. Весь фильм одно и то же. А в финале ему говорят: вы прошли тест и вас ждет повышение. Досмотрел только из-за того, что хотел понять задумку автора. Нет там никакой идеи. Темная жатва. Ужасы. В ночных сценах тонкий рисующий свет создает атмосферу. Прям настоящее искусство света, очень изящно. Но сам фильм – глупая выдумка, это поток гипертрофированного вздора, состоящий из заимствований культовых лент. Анорексичный ходячий труп с тыквой на голове ходит по деревушке, а подростки пытаются размозжить его тыкву. Это типа такая обрядовая игра, как у племен из джунглей, во имя процветания колхоза. Вроде и постановка хорошая, и снято хорошо, и актеры стараются, но это какая-то глупость для совсем уже отсталых. Кладбище домашних животных, кровные узы, ужасы. Просмотр фильма – это бесполезная трата времени. Единственный его светлый аспект – это актер Дэвид Духовны. В остальном лента лишена истинного содержания и атмосферы, оставляя лишь одну пустоту. Примитивность драматургии и замысла лишают ее вовлечения и смысла. Просмотр подарит вам лишь огромное ничего. Выгул гниющих бешеных собак, ходячие разлагающиеся трупы психопаты, вождение в алкогольном опьянении, невменяемые персонажи – все, что нужно для бредового сценария. Пассажир. Триллер. Фильм в целом неплох, но ему недостает напряжения и саспенса из-за простоты конфликта и неоконченного посыла. Высказывание, хотя оно и присутствует, легковесно, особенно если вспомнить слова протагониста. «Я хотел быть жирафом, я никогда не был главным». Этот афоризм вряд ли станет крылатым, да и сам фильм имеет все шансы остаться незамеченным из-за примитивности бытовых мотивов, которые мало убедительны и скучноваты на самом деле. Зло 85. Ужасы. Ожидал авторское откровение, но кроме испорченной ВХС-пленки, снятой оператором-алкоголиком с похмелья, страдающего тремором, в этом альманахе мало что есть. Очень понравился первый эпизод, особенно его восхитительный черный юмор. Второй эпизод тоже оставил след улыбки, когда потолок обрушился на самодовольную ведущую. Однако все, что следует далее, невнятный сюжет и просто испорченная кинопленка, в которой почти ничего не разглядеть, это боль для глаз. Кукловод. Ужасы. Прикольный фильмец о демонической одержимости и древнем культе, состоящем из 3 верных адептов – папа, мама и ребенок. Таков весь их культ. Демон здесь – сущность бесчеловечная, темная и сверхкорыстная, цели которой остаются за гранью человеческого понимания. Однако он искусно манипулирует человеками. Хотя демоны, как бы не были они коварны, тоже подчиняются своим демоническим законам, но авторы не утруждают себя исследованием такой мифологии. История о студентах, с которыми судьба сыграла злодейскую шутку. Майкл Паре будет старательно помогать непослушным подросткам победить Носфератуса. Прикольная такая незамысловатая простенькая история на вечерок. Опасная игра. Триллер. Режиссерское позерство будет из кожи лезть, чтобы развлечь зрителя побоями, ушибами, порезами и даже поджариванием самых утомительных персонажей. Чем дольше смотришь, тем сильнее завораживает этот нелепый театр запертых в особняке болванчиков. Досмотреть не смог. Молчание ангелов. Триллер. Актеры стараются, но играть им по сути нечего. Они бухтят, сопят, хмурятся, корчатся от боли, но эффекта это не производит никакого. Бывают авторы, которые настолько некомпетентны, что их фильмы вызывают разные порывы, но этот фильм ничего не вызывает. Это что-то настолько новаторское, что и сравнить-то не с чем. В картине нет ничего, кроме неуловимого маньяка. Он настолько неуловим, что затмевает своей неуловимостью любые повороты сюжета.
Сценарист настолько вжился в образ своего антигероя, что пришлось вырвать последние 10 листов, чтобы не утонуть в реках крови. День Благодарения. Ужасы. День Благодарения – это один из самых значимых праздников в США и Канаде. Американцы отмечают этот праздник с первых дней основания своих колоний. Это выражение благодарности Богу за процветание и свободу. В ночь после Дня Благодарения начинаются рождественские распродажи, так называемые «Черные пятницы». Такие распродажи нередко сопровождаются давками, снесенными дверями и драками. И авторы смеются над этой обезумевшей толпой в карикатурно-сатиристической манере, чего только стоит персонаж, истекающий кровью, но на последнем издыхании пытающийся вынести бесплатную вафельницу. Главный палач картины и пироги умеет печь, и чужую жену соблазнить. Это неуловимый маньяк, безупречно пересекающий пространство сюжета с удивительным искусством и скоростью, мгновенно преображаясь и возникая в любом месте по своему желанию. История зла. Ужасы. Как и в «Сиянии» Стивена Кинга, наш герой, прикрытый завесой сверхъестественного, общается с призраком за доброй стопкой виски. И с каждым выпитым глотком крепкого самогона герой все глубже тонет в безумной бездне преступления. Весь фильм персонаж будет ходить, ползать, вздрагивать, пока окончательно не сойдет с ума. Не смог досмотреть, крепко уснул. Клаустрофобы. Инсомния. Триллер. Неплохой параноидальный триллер, исследующий загадочную тему подозрительных фармакологических экспериментов. Картина простовата и нелепостей хватает, но она способна создать напряжение и клаустрофобную атмосферу. Но чтобы оценить это, придется долго медитировать и наблюдать за глотанием чудо-таблеток с малосодержательными репликами. Весь второй акт они ковыряют стену, ну а в третьем уже поинтересней. Ледяной страх. Ужасы. Начинается история за здравие, а заканчивается за упокой. Начинается история как перспективный триллер про маньяка и его жертву, а заканчивается появлением чудовища, то ли снежного человека, то ли ходячего дерева. Весь фильм маньяк и жертва мерзнут в заглохшей машине на безлюдной трассе и разговаривают. Время от времени чудище стучит по капоту, напоминая о своем присутствии. Зрелище, конечно, не из увлекательных. Спящие псы. Триллер. Я почти с микроскопом вглядываюсь в слабо обоснованных персонажей, чтобы найти хоть одну косточку, которую обголодал метафорический пес. Но мои дедуктивные методы совершенно бессильны в этом бессмысленном поиске. Рассел Кроу метафорически спит, пребывая в оковах деменции. Потом ему не метафорически делают лоботомию, и он не метафорически просыпается. Лучше бы он не просыпался, в роли слабоумного старика его игра намного интересней. Оман. Первое знамение. Ужасы. Когда уже эти новоявленные драматурги перестанут копировать заезженный, истерзанный, потрепанный сюжет о зловещем заговоре в христианских декорациях? Хотя бы книги почитали по демонической мифологии или у Стивена Кинга попросили идею подкинуть. В фильме совершенно нет смыслового содержания, только замусоленные образы коварных монахов. Ни один из персонажей не озвучивает философской идеи. Нам в тысячный раз пересказывают одно и то же. Это не кино, а судорожный абсурд демонической мистификации. Хеллбой. Проклятие горбуна. Ужасы. С самого начала фильм словно предупреждает: «Не смотри меня». В подтверждение этого тезиса из ящика эпохально выпрыгивает неубиваемый паук, который сбрасывает целый подвижной состав с железнодорожного полотна. История продолжает нелепую чушь, демонстрирует мохнатые шарики, волшебную косточку и священную лопату. Именно на этих трех ключевых моментах и строится весь сценарий. Несмотря на весь парадокс ведьминской тематики, стоит отметить старания оператора. Если бы у Хеллбоя было бы больше саркастичных шуток, то этот бред был бы более веселым, но, к сожалению, реплики его короткие, и курит он так, как будто у него с собой ящик сигарет. Чужой Ромул. Фанатское шедевральное полотно вне жанра. Чужой с гарпуном в животе.
Хотя кислота как бы должна была расплавить этот гарпун. Но у фаната чудо-режиссера своя реальность. Он решил, что мертвый чужой с гарпуном в пузе легко создаст себе кокон в вакууме. Шахтеры будущего вместо газоанализаторов используют канареек, как в середине 20 века. Подростки на единственном космическом корабле, где даже есть дворники на лобовом стекле, улетают с планеты, чтобы не работать на жадную компанию еще 25 лет. И их никто не останавливает и не мешает им бороздить космическое пространство. Они, не отчитываясь перед диспетчером, отправляются навстречу своему счастью. Ключный андроид со свалки свободно получает пальцевый доступ к сверхсекретной лаборатории. Весь персонал станции был уничтожен одним чужим, которого расковыряли из кокона, и никто даже не успел опомниться или послать сигнал бедствия. Никакие протоколы защиты не смогли остановить чужого с гарпуном в пузе. Подростки находят капсулы с криотопливом и сразу извлекают их, даже не задумываясь, а что эти капсулы вообще могли питать и для чего они нужны. Лицехваты содержатся в непонятных кассетах, и после обесточивания весело и в припрыжку разбегаются по всей станции. Теперь эмбриону чужого хватает 1 минуты от заражения до созревания, чтобы вырваться из груди носителя, и еще 2 минуток, чтобы вырасти во взрослую особь и носиться по отсекам. Беременная женщина падает на железную арматуру и ничего себе не ломает, хотя при подобном падении как минимум будет выкидыш плода. Героиня в невесомости уничтожает всех чужих, а кислота из них не растворяет обшивку корабля. Почему? Потому что беременная колет себе черную жижу, чтобы стать мутантом, хотя главная героиня ее предупреждала об опасности. Но режиссеру нужно, чтобы она родила инженера для кульминации 3-го акта, который вырастет в 3-метровое нечто за 2 минуты. Судная ночь в Аркадии. Ужасы. Оператор картины из гильдии пьяных операторов так судорожно трясет камеру, что можно спутать фильм с кошмаром эпилептика. Это прыгающая камера подглядывающего хронического алкоголика. Это все равно, что трясти экраном в кинотеатре. Сюжет картины двигает невротичный сын Николаса Кейджа, который постоянно дико истерит и мешает героям прятаться от чудовищ и выживать. Развитие истории и ключевые повороты состоят из сплошных глупостей. Досмотреть не смог. Город тайн, исчезнувшая. Сама идея расследования экономических преступлений и пропажи ключевого информатора интригует, но реализована и написана она в худших традициях детективного жанра, непрописанные персонажи и, как следствие, тусклые роли с поверхностными диалогами, глупые сюжетные решения для оправдания обстоятельств. Группа туристов ориентируется по карте, забывая про компас, визуально оглядываясь по сторонам. Такую нелепость может придумать только школьник, но режиссер вполне серьезно продолжает запутывать абсурдом происходящего, натужно подвывая тревожными нотами. Всемирный потоп. Триллер. Картина для своего зрителя тягучая, скупая на подробности. Трудно назвать картину рассуждением о человечестве в постапокалипсисе. Для меня это лирический моноспектакль матери и ребенка. Весь фильм женщина с младенцем меланхолично ищет убежище, а в финале возвращается туда, откуда пришла. Гуманный метод. Триллер. Еще одна попытка позлорадствовать на теме потери контроля. Почему позлорадствовать? Потому что многое в фильме это клише и шаблоны. Только некоторые персонажи отличаются скромной уникальностью. Это приемный сын и агент спецслужб. Снято хорошо, но ожидать чего-то увлекательного не стоит. Отец покорно выполнит свою функцию, а персонажи покорно сойдут с ума и будут судорожно неистовывать и визжать. Эбигейл. Ужасы. Зрителю не нужно думать или размышлять, а только развлекаться, выпучив глаза. Такой примитивизм имеет место быть, особенно если автор уникален и обладает собственной харизмой. В данном же случае мы лицезреем гипертрофированный детский образ в музыкально-хореографическом перформансе. Это кровавый балет, в котором отсутствует способность к переживанию и даже к самой мысли. Корабль призраков. Ужасы. Название картины — это и есть все содержание. Наверное, лучше и не придумать. Забавное, запутанное кинцо, которое собрано хаотичным монтажом и постоянными прыжками между временными отрезками сюжета. Некоторые монтажные приемы выглядят как музыкальные клипы.
Иногда они смотрятся уместно благодаря внутрикадровым переходам, но чаще всего это просто беспорядочный монтаж. Оператор будет снимать в полной темноте, чтобы забавный лилипут Ленни Раш с врожденным заболеванием дисплазии еще забавнее спотыкался. Режиссер картины эффектно разобьет своей головой клавиши рояля, чтобы вытащить идею из нематериального мира. Чего вы желаете? Триллер. Безэмоциональный триллер о замкнутом поваре, который с непроницаемым выражением лица варит супы для каннибалов. Центральная античеловеческая тема не подвергается никакому анализу или обсуждению, а лишь выступает фоном для событий. Все актеры, как человеческие трафареты, просто произносят заученные сухие реплики и вяло передвигаются от сцены к сцене. Ник Стал — это просто гранит театрального помоста. С таким выражением лица ему просто необходимо заменить Тобина Белла в Пиле. Режиссер, являясь одновременно автором сценария, совершенно не умеет писать диалоги, они скучные, шаблонные, сухие, как и сам фильм. Девятые врата. Пандемониум. Ужасы. Трудно понять, как история может быть сквозной, если сюжетные линии между собой не пересекаются. И как это можно назвать альманахом, если все эпизоды относятся к одной и той же истории? На мой взгляд, это сюжетный бардак. Первый эпизод самый интересный и интригующий, но все остальное — это шизофренический поток абсурдного артхауса и странная фантазия, навеянная детскими травмами. Это сборник авторских короткометражек, который автор сшил белыми нитками, так как нашел деньги на кинопроизводство. И я его не осуждаю. Многим так приходится делать, генерировать идеи, не закончив их, откладывая в долгий ящик. Талант у режиссера есть, но сценарий ему дается с большим трудом. Наследство. Ужасы. Сюжет и содержание не оригинальны. Мы уже видели такое много раз. В центре сюжета снова сильная и независимая героиня. События фильма предсказуемо разворачиваются в особняке с привидениями. Антигерой балуется черной магией и накладывает проклятие на всю свою семью. И чтобы выжить, он будет тихо сидеть в своей комнате до финальной развязки. Сценарист будет старательно беречь героиню, которая всех победит благодаря волшебному «потому что». Охотники из рая. Триллер. Опять этот оператор из гильдии пьяных операторов, который будет трясти камерой как при землетрясении. Я, конечно, понимаю, что это нужно для тревожного нарратива, но это тоже нужно делать умело, а не прыгать с камерой, отбивая чечетку. Режиссер умеет создавать напряженность и увлекательно раскрывать острые темы, касающиеся проблем мигрантов и беженцев, а также причин вооруженных конфликтов. Но само действие простое и неувлекательное. Интрига, связанная с мальчиком, интересная, но до ее полной разгадки моего терпения не хватило, не досмотрел. Кладбище. Триллер. Фильм основан на реальных событиях, и Мел Гибсон в роли опытного профайлера. Казалось бы, что может пойти не так? Да, пожалуй, почти все. Временами постановка напоминает телесериал, иногда криминальные хроники, а иногда авторское кино. Некоторые сюжетные приемы напоминают школьную самодеятельность. Присутствие большого количества грубой лексики утомляет и раздражает, как будто слушаешь психов с синдромом Туретта. Мел Гибсон в этом фильме как витрина, сцены с ним короткие и их мало. Совсем неудовлетворительно, не досмотрел. Смотрители. Ужасы. Старт фильма произвел впечатление. Приятные композиционные операторские решения настраивают на внутренний диалог. Операторская работа и постановка неплохие, но сам сюжет — это одно большое недоразумение. Заблудившиеся месяцами живут в непонятно как построенном убежище. Не моются, не едят, не пьют и каждую ночь стоят у окна, чтобы монстры на них любовались. Все, кто заходит в лес, не могут из него выбраться. Но бункер же кто-то построил и строительные материалы кто-то привез. Но режиссера не волнует логика, он выстраивает драму на большом окне и закрытой двери бункера. Ерунда, одним словом. Астрал. Медиум. Мистический триллер.
Фильм не глуп. По современным стандартам это уже большое достижение. До кульминации смотреть очень скучно. Главная героиня будет ходить, сидеть, рефлексировать 2/3 картины. И если вы вытерпите этот безэмоциональный натюрморт, то наградой станет любопытная кровавая развязка. Это неплохая, затянутая, безэмоциональная, мистическая история. Безграничный туман. Триллер. Самобытный индонезийский виварий неосуеверий, препарированный авторским видением. Это кино не про сюжет. Здесь главное с умным видом торговать своим лицом и загадочно, насупив брови, разглядывать отрезанную голову. Все остальное в финале, если не уснете. Собиратель душ. Триллер. С лицом, как у главной героини, ей бы идеально подошла роль персонажа девочки из психиатрической клиники, которая явно сыграла свою роль лучше. Примитивный панк с лицом из отбеливателя будет периодически напоминать о себе, эпатажно пялись в экран на зрителя. Цветовая гамма способна ввести в депрессию своей серой мешаниной похлеще любого спятившего сатаниста. Это бесцветная каша, от которой болят глаза. Абсурдная развязка с демоническими куклами, магическими шарами, безумными мамашами и глупейшей абракадаброй в монологах злодеев взорвет ваш мозг экспрессивной кашей безидейной ерунды. Кукушка. Ужасы. Любопытное кинцо, если не считать основную идею абсолютной ахинеи. Этот аморфный театр мучений и печали, который способен свести с ума своим визгливым бредом, завуалированно заявляет о правах женщины на свое тело. Главная героиня, полупацан, полудевчонка, элегантно обхаживает эту идею протестной агрессией. Монстры в этой картине, это, конечно, только в химическом бреде можно таким вдохновиться. У меня только смех вызывает. Хотя снимать режиссер умеет и местами даже интересно. Но по сути я воспринимаю фильм таким, каким я его назвал. «Подай знак». Триллер. Не припомню Ченнинга Татума в роли насильника, но вот вам, пожалуйста. Сталкер. Триллер. История взбесившейся психопатки, которую будет преследовать не совсем адекватный коп. Мне непонятно, кто и как нашел в этом фильме что-то умное. Это совершенно заурядное кино без смысла и позиции автора. Это обычная беготня с затянутыми сценами. Сюжет можно охарактеризовать несколькими фразами. Психопатка совершила неудачное покушение, психопатка в бегах, психопатка убивает всех, психопатку убивают. Все, что в этом кино может быть умного? Ах да, еще и порядок событий нарушен, прямо-таки веет новаторством и инновациями. Проклятие, зов могилы, ужасы. Незабываемое событие для шаманов и колдунов всех мастей. Кинофильм популяризирует шарлатанство всех видов и течений, особенно уделяя внимание чтению заклинаний, бешеной тряски с бубнами и зелеными веточками с хаотичными маханиями рук. Центральное событие сюжета развернется в крематории, в котором самый напряженный момент – это решение, сжечь гроб или все же не стоит. В фильме есть свое неповторимое бредовое очарование, которое позволяет каждому открыть для себя мир, где реальность и фантазия существуют бок о бок, в непрерывном шаманском танце, который защитит от козней злобного духа вредного старика. Тот, кто смотрит. Триллер. История о том, как психи влюбляются в обаятельную и в меру упитанную невротичку. Я бы назвал эту забавную историю «Соблазнительный пирожочек и 3 грозных дятла». Почти все мужские персонажи – это психи, маргиналы или просто недалекого ума реднеки, которые спят и видят, как они будут наслаждаться объятиями героини, но их мечтам не суждено сбыться, и от этого они очень сердиты. Тихое место. Азраэль. Ужасы. Глухонемое кино то ли о демонах, то ли о мутантах в латексных БДСМ-костюмах. Сюжет базируется на беготне по лесным тропам, вздохах и уставшем ритуальном мычании. Это все, на чем фокусируется эта гипнотическая постапокалиптическая трагедия. Группа сектантов решает убить на жертвенном алтаре непокорную сестру, однако она оказывается настоящей убивашкой. Пусть вас не смущает ее хрупкое тельце, просто у нее сильная воля и волшебный сюжет.
Кара. Триллер. В первом акте фильма мы будем любоваться на привязанного к дереву человека. Во втором акте фильма мы узнаем, кто его привязал к этому дереву. А в финале раскрывается причина, и это становится самым настоящим псинобесием. Оказывается, это месть за собаку. Режиссер, вы действительно считаете жизнь человека равной жизни собаки? Лично я осуждаю жестокое обращение с животными, но идея фильма – это самое настоящее зоопомешательство.